Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодняшняя тема актуальна для всех. В нашем мире любой человек когда-либо сталкивался со стрессом. Стресс — это сильное напряжение, когда человек устал. Также мы испытываем стресс, когда мы волнуемся или переживаем. Да, например, стресс может быть из-за работы, экзаменов, проблем или даже из-за плохих новостей. Ты часто испытываешь стресс? Ну, конечно же, да. Я абсолютно точно часто испытываю стресс, слишком часто. Мгм. И даже когда у меня есть новый студент, и это какой-то новый опыт и новые переживания, я испытываю стресс. Если я читаю какой-то негативный комментарий, я испытываю стресс. Если мне нужно выйти куда-то в банк, я не знаю, в магазин и говорить там на албанском, это тоже стресс. Ну, Спасибо, что даешь мне идеи для стресса. звони, если что. Да, но по поводу нового ученика, когда-нибудь это закончится? Я думаю, нет, это наше бремя. Я понимаю, первый год преподавания, может быть, это, ну, это все новое, ты еще волнуешься немного, может быть, где-то не уверен в своих действиях, но когда ты уже преподаешь больше 5 лет, мне так странно, но да, тоже очень волнительно. Но я думаю, я больше переживаю по поводу того, адекватным ли будет этот человек или нет. Потому что мы, как блогеры, как люди, у которых есть блог в интернете, мы часто сталкиваемся с неадекватными людьми, неадекватными комментариями, и я согласна. У меня тоже очень много стресса из-за этого. И, конечно, в целом жизнь сегодня очень неопределенная. Невозможно планировать все больше, чем на год вперед, да и на год не всегда получается. И это тоже дает очень-очень много стресса. И сейчас я чувствую себя намного лучше, но раньше, какое-то время назад, может быть, 2 года назад, это было, ну, это было настолько ужасно, что невозможно было даже делать обычные вещи. И хочу дать всем совет, кто так же, как я, близко воспринимает все, что нужно с этим что-то делать, не откладывайте. Поэтому, если вы сейчас слушаете наш выпуск, это ваш знак, что нужно начать что-то делать. Да, и я, кстати, абсолютно согласна с тобой по поводу неопределенности. Действительно, когда у тебя есть какая-то дилемма, тебе нужно сделать выбор, или когда ты ждешь какого-то результата, и от тебя ничего не зависит, это, наверное, одна из самых больших пыток в жизни, когда действительно Верно. страдаешь каждую минуту. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, практиковать русский регулярно каждую неделю и найти новых друзей. Все детали в описании, пожалуйста, присоединяйтесь. На самом деле причин для стресса действительно очень много. Ты можешь стрессовать из-за работы, когда ее слишком много, или когда ее недостаточно, Да. правда? Когда ты мало спишь, конечно же, повышается этот уровень стресса. Когда еще? Да, когда у тебя есть конфликты с людьми, особенно с близкими людьми, это случается. Также, когда в жизни какие-то большие изменения, для большинства людей это сложно понимать, что все теперь по-другому, все теперь по-новому. И если человек долго живет со стрессом, он становится таким раздражительным, то есть его все вокруг раздражает, бесит, вызывает негатив. И он просто
бесконечно чувствует себя плохо, чувствует усталость, и очень часто в результате он просто болеет, потому что стресс влияет не только на ментальное состояние, но тоже на физическое состояние. Да, меня всегда так, "веселит", в кавычках, конечно, это не может веселить на самом деле, когда ты читаешь симптомы к любому заболеванию. Да. Нет, не симптомы, причины. Причина, Причины. да. И там всегда есть стресс. Я думаю, ну так это ко всему подходит. Да, да, абсолютно. И что-то, не знаю, выпадают волосы — стресс, болят Мгм. зубы — стресс. Мгм. Да, поэтому еще раз слушайте этот выпуск подкаста. Да. Да, да, точно. Конечно же, самый главный вопрос этого выпуска: а что же делать со стрессом? Да. Итак, давай ответим на этот вопрос. А, Первое — это отдыхать. Это кажется чем-то очень простым, но на самом деле многие забывают отдыхать. И отдыхать — это не значит просто лежать на диване. А, Например, прогулка — это тоже может быть отдыхом, или занятие хобби, когда вы не думаете о работе, не думаете о коллегах, а вы просто занимаетесь своим хобби. Мгм. Да. Вот, кстати, про отдых хотела сказать, что мне вспомнилось, как мы читали со студентом статью о стрессе, и Мгм. там говорилось о том, что, конечно, нужно больше отдыхать. Но если вы любите путешествовать во время отпуска, когда отдыхаете, то осторожнее, потому что отпуск, путешествие — это тоже стресс для человека. Потому что вы едете в новую страну, там может быть незнакомый язык, непредвиденные, неожиданные ситуации, в итоге вы тоже стрессуете. Для тебя путешествие — это стресс или Я отдых? я думаю, что больше отдых, но, ам, это может быть неосознанный стресс. Он Мгм. может сначала скрываться, прятаться за новыми впечатлениями и эмоциями, а на самом деле вы приезжаете из отпуска, и вы опять устали, потому что все таки может быть, ментально это копилось у вас. Путешествовать сложно на самом деле. Мгм. Когда я никуда не путешествовала, жила в своем маленьком городе, я думала: "Вау, путешествовать — это так круто!" Сейчас я уже думаю, это самолет, аэропорт, там нужно тратить много времени, какие-то люди рядом постоянно, решать вопросы с обменом денег, обменом Мгм. валют, решать вопросы с интернетом, связью. Если в отеле что-то тебе не понравилось, нужно тоже решать эти проблемы. В общем, да, достаточно причин для стресса во время путешествия. Мгм. Да, поэтому, может быть, если у вас накопилось много стресса, более эффективным способом будет заниматься хобби, как ты и сказала. Я, например, люблю смотреть фильмы, сериалы, когда можно убежать от этой реальности, забыться в другом мире. А ты? Я люблю что-то делать своими руками. М. Я люблю вязать, я люблю что-то клеить, что-то делать из глины, рисовать. И я знаю, что, может быть, талант у меня есть, но не очень большой. Но в этом деле это абсолютно неважно. То есть вообще не важно, мой результат будет красивым или он полетит в мусорку. Важно, что я занималась этим. Важно, что я не думала о делах, и я была вовлечена в этот процесс. То есть самое главное — это процесс. Конечно, да, поддерживаю. Следующий совет по борьбе со стрессом — это, конечно же, физическая активность. Никуда от нее не деться. Нужно заниматься спортом, нужно больше гулять, делать эти шаги, да, норму шагов. Когда мы двигаемся, тело расслабляется. Расслабляется, то есть становится спокойнее, без напряжения. И мы
ты и я, мы работаем онлайн и все время сидим, поэтому, конечно, очень тяжело поддерживать эту физическую активность. Ты часто гуляешь? Согласна, очень тяжело. Я стараюсь, хотя бы каждый день выходить на 20-минутную прогулку, потому что человеку необходимо. Я не знаю, откуда эта информация в моей голове. Я где-то прочитала, кто-то сказал, я видела рилс, не знаю. В общем, где-то кто-то сказал, что человеку необходимо 20 минут солнечного света в день. И, ну, для меня это звучит логично. Может быть, потому что мне нравится, что это только 20 минут. И я решила, что это нужно делать. Ну, и я стараюсь заниматься йогой. Я стараюсь заниматься йогой каждый день, но, конечно, у меня не всегда это получается. И тоже выхожу на пробежки. Иногда, когда слишком тяжело бегать, я просто думаю, окей, я вышла, и я просто погуляю. И я очень горжусь этим, потому что считаю, что этого уже достаточно, что я сделала что-то. А ты? Да, ты вообще молодец. Действительно, и Спасибо. йога, и прогулки, и пробежки — это огромный уровень, до которого мне еще расти и расти. Да, потому что, у меня были большие проблемы с физической активностью, и даже начались проблемы со здоровьем в определенный Мгм. момент. Но вот, несколько месяцев назад я нашла такого тренера онлайн, и вот уже почти 3 месяца я каждый день, почти каждый день, конечно же, Понимаю. занимаюсь спортом. Да, делаю примерно 25 минут, тренировки. И, наверное, я бы все это бросила, но мы с подругами организовались, создали чат в "Телеграме" и, Класс! да, поддерживаем друг друга. М. Да, на самом деле это очень важно, иметь, эм, друзей. Нет, иметь людей Антистресс. вокруг тебя, которые могут тебя поддержать или поддержать в твоих начинаниях, или заниматься с тобой вместе каким-то хобби. Или просто выслушать тебя. Мгм. Потому что, да, есть люди, которые не привыкли делиться проблемами, и для них легче просто написать, может быть, в блокноте все свои переживания и никому не показывать их. Но для большинства, я думаю, важно поплакаться в плечо. То есть найти кого-то, кому можно рассказать о своих проблемах. Это могут быть друзья, это могут быть родственники, да, во многих семьях хорошие отношения между членами семьи, или это может быть, например, психолог. Да, но разница, я думаю, есть. Друг просто скажет: "Да, я тебя понимаю, вот он козел, так с тобой поступил" и так далее. А психолог скажет: "Давайте решать эту проблему. Проблема в вас". Да, в общем, важно найти человека, с которым вы можете поделиться своими проблемами и причинами стресса. Ну, еще несколько простых советов — это делать перерывы в работе. Да, не нужно 8 часов подряд сидеть за компьютером. Особенно, мне кажется, помогает смена деятельности, когда вы сначала Мгм. посидели за компьютером, потом сделали зарядку 5 минут, а потом, не знаю, почитали книгу, даже, может быть, какую-то свою литературу по работе. Ну, в общем, нужно делать эти перерывы. Ну, еще нужно пить побольше воды. Мгм. М. Да, нужно глубоко дышать, или следить за дыханием. Вот это очень важная вещь, о которой, я думаю, многие не знают. Но я тоже очень часто за собой замечаю, что в моменты стресса я не дышу нормально. И если сделать пару глубоких вдохов, то ты чувствуешь себя действительно лучше. И существует много разных
дыхательных техник, практик. Если вы не можете делать это самостоятельно, есть даже приложения на телефоне, они бесплатные, вы просто следуйте инструкциям. Думаю, отличный способ, недорогой, не нужно много времени, и Мгм. можно как минимум попробовать. Да, я, кстати, не задумывалась об этом, поэтому спасибо за совет. Мне часы сказали, что ну, они просто считывают М. информацию об моей активности и тоже сердцебиение, и тоже я заполняю, как я чувствую себя сегодня. То есть есть какие-то вопросы для меня. И мне часы сказали: «Ха, тебе нужно сделать дыхательную практику». Я подумала: спасибо, часы. Вот уж действительно смарт-часы, да? Да, хорошо. Так, и есть такой совет: меньше телефона. Легко Мгм. сказать. Да, мы с тобой говорили о нашей зависимости от гаджетов, вот в этом, выпуске. Можете его, посмотреть, послушать. Да, для нас это сложно, потому что мы делаем контент, и я думаю, это сложно тоже для людей, которые не делают контент, потому что наша жизнь сейчас часто в социальных сетях. Там интересно, там дофамин. Да. И не осуждаем, но если есть возможность погулять без телефона, это лучше. Мгм. Кстати, знаете, какой лайфхак могу предложить? Давай. Сейчас я не плачу за свою сим-карту. То есть, по сути, у меня нет, связи, когда я выхожу на улицу. Просто потому, что я редко бываю одна там. Да, я в основном, дома, занимаюсь делами, работой. И поэтому, когда выхожу, у меня нет возможности использовать телефон. Ужасно. У меня уже паника начинается, если я просто представлю себя, что я на улице без связи. О, нет. Ну, Но всегда есть это лайфхак. Wi-Fi, да, в кафе и так далее. Конечно, я продумываю эти моменты. И, конечно, это не идеальный метод, но вдруг вам поможет. Мгм. Или вообще оставить телефон дома, Мгм. например. Да. Так, М. и еще один совет. Порядок дома, и порядок на рабочем месте. Как ты думаешь, почему порядок так важен? Да, мне кажется, еще несколько лет назад начался тренд на минимализм и на отсутствие визуального шума. То Мгм. есть кто-то сказал, что очень важно, чтобы глаза отдыхали, чтобы не было повсюду рекламы, ярких цветов, каких-то лейблов и брендов. И люди постепенно начали от них избавляться, и, видимо, это снижает вот это напряжение, какую-то тревожность. Поэтому ты пытаешься организовать так пространство? Да, конечно, пытаюсь, и мне очень нравится, когда у меня чистый рабочий стол, то есть на нем нет лишних вещей, но тоже я думаю, что когда ты делаешь какой-то контент, то твое рабочее место — это вечный беспорядок, потому что нужно двигать эту камеру, все вещи куда-то переставлять, перемещать. И да, я бы хотела жить прям в минимализме в моей комнате, чтобы всегда был порядок, но мне кажется, это нереально. То есть я стараюсь, но я не очень сильно переживаю, если здесь бардак. Это Мгм. творческий беспорядок. Но вот парадокс в том, что для меня, например, творческий беспорядок лучше, чем абсолютно чистый, упорядоченный стол. А, Мгм. вот 5 минут мой стол может быть чистым, все, потом уже начинается хаос. Да, я понимаю, но не знаю, мне кажется, действительно, когда на столе порядок, ты можешь сконцентрироваться, потому что если у меня беспорядок, то я сижу, например, там пишу что-то и потом думаю: окей, у меня уже 3 кружки на столе, надо что-то с этим делать. И я начинаю думать об этом, и это уже не очень хорошо для М, концентрации. Да, но тоже люди разные. Кто-то обращает на это внимание, кто-то даже не заметит эти 3 кружки мгм, на столе. да. Ну что? Хорошо. Да, вопрос недели. Мгм.
Вопрос недели. А как вы боретесь со стрессом? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.